В воздухе витал запах свежей краски и машинного масла. Под куполом зала автосалона «Мерседес» переливались огни, отражаясь в полированном хроме новеньких грузовиков. Группа руководителей в дорогих костюмах тихо переговаривалась, когда в стеклянные двери вошел старик в поношенной одежде. Его борода была спутанной и седой, кепка с прорванным краем, а рубашка в пятнах пыли и масла. Он шел медленно, волоча старые ботинки по кафелю с потертым рюкзаком за плечами. Несколько механиков бросили на него любопытные взгляды, а у стойки регистрации 3 женщин обменялись недоуменными жестами. Старший менеджер Маргарет Лейн хмуро наблюдала, как незнакомец подошел к огромному белому тягачу и провел рукой по блестящей решетке радиатора. «Красивая», — прошептал он, а потом громко сказал: «Я возьму 5 таких». Зал взорвался смехом. Одна из девушек, Элли, даже не смогла сдержать смешок. «Сэр», — ответила Маргарет с натянутой вежливостью, — «это не велосипеды. Один такой грузовик стоит больше, чем некоторые дома». «Знаю», — спокойно ответил старик, — «я все равно возьму 5». Он налил себе воды из автомата. Его руки, грубые, но уверенные, двигались точно. Никто не догадывался, что когда-то эти руки управляли колоннами машин на войне, чинили двигатели под пулями и несли гроб его единственного сына. Его звали Артур Брейтон. Когда-то он был инженером, мужем, отцом и владельцем маленькой транспортной компании. Но жизнь забрала все – жену, бизнес, дом. Теперь он жил в старой мастерской, питаясь из автоматов и чинив грузовики за еду. 5 лет он копил каждый цент, мечтая возродить свое дело, дать шанс тем, кто потерял все. Он назвал проект New Route Logistics – компания для тех, кто достоин второго шанса. Маргарет уже собиралась попросить его покинуть зал, но Артур вдруг подошел и положил на стойку документы. «Вот мой заказ», — сказал он спокойно. Женщины удивленно переглянулись. Бумаги оказались настоящими, с печатями, подписями, одобрением от головного офиса Hendrix Motors. Внизу стояла подпись регионального директора. Маргарет побледнела, она узнала имя. «Как вы это сделали?» – прошептала она. «Когда-то я был его преподавателем», – ответил Артур. «Я учил его тому, что машины важны, но люди важнее». Зал погрузился в тишину. Недавний смех стал напоминанием о поспешных суждениях. Через час все бумаги были проверены. Артур действительно оплатил заказ. Он покупал не ради роскоши, а ради будущего. Позже, когда зал опустел, Маргарет подошла к нему. «Знаете», — сказала она, — «когда вы вошли, я подумала, что вы просто старик с несбыточной мечтой». Артур улыбнулся. Мечты не становятся меньше. Люди просто перестают в них верить. Он посмотрел на белые грузовики, сиявшие под светом ламп. Эти машины дадут людям работу, веру и хлеб. Разве это не больше, чем гордость? Маргарет кивнула. В ее взгляде впервые за долгое время появилось уважение. На следующее утро колонна новеньких грузовиков покинула автосалон. За рулем сидели бывшие бездомные, ветераны и женщины, которые вчера спали в приютах. Город замер, наблюдая, как мечта старика превращается в движение надежды. Через неделю в салон пришло письмо. В нем было написано: «Спасибо за смех. Он напомнил мне, как далеко я смог дойти. Добро начинается не с веры в других, а с того, что мы даем им шанс доказать, что ошибаемся».